Приветствую всех исследователей и любителей удивительных тайн на канале Фактум. Представьте существо, которое делило планету с саблезубыми тиграми, спасалось от шерстистых носорогов и кочевало по заснеженным тундростепям бок о бок с гигантскими мамонтами. Прошли тысячи лет. Мамонты давно превратились в музейные экспонаты, а этот удивительный зверь с невероятной, почти инопланетной внешностью до сих пор бежит по бескрайним просторам Евразии. Это сайгак – живое ископаемое, перешагнувшее через ледниковый период. В этом видео мы разгадаем тайну его космического носа, пройдем путями великих степных миграций, узнаем, почему кочевники считали его сакральным и как произошло величайшее чудо спасения этого вида от полного вымирания. Поехали! При первом взгляде на сайгака кажется, что природа решила пошутить, собрав его из частей совершенно разных животных. Но его инопланетная внешность – это не каприз эволюции, а гениальный инженерный проект времен ледникового периода, доведенный до абсолюта. Главная деталь этого космического облика – мягкий, подвижный и вздутый нос-хоботок, нависающий над губами. Внутри него скрыта целая лаборатория. Летом, когда тысячи копыт поднимают над выжженной степью густые тучи пыли, этот хоботок работает как мощный воздушный фильтр. Особые волоски и слизистая оболочка задерживают грязь, позволяя животному дышать чистым воздухом прямо во время бега. Зима в степи – это другое испытание. Ледяные бураны и мороз под -40. На бегу сайгак вдыхает этот обжигающий воздух, но проходя через объемные внутренние камеры хоботка, он успевает прогреться до комфортной температуры еще до того, как попадет в легкие. Наконец, в период осеннего гона этот нос превращается в резонатор. Самцы издают через него низкий гортанный рев, который разносится на километры, заявляя права на территорию и отпугивая конкурентов без лишних драк. Но уникален не только нос. Сайгак – это настоящий гоночный болид евразийских прерий. На ровной дистанции он способен разгоняться до невероятных 80 км в час. При этом бежит он очень специфически, низко опустив голову к самой земле, словно скользит над степью. Такой аллюр позволяет экономить силы во время изнурительных многодневных переходов. Анатомия ног и суставов сайги заточена исключительно под стремительный бег по плоской, как стол, равнине. Но у этой суперспособности есть обратная сторона. Сайгаки совершенно не умеют прыгать. Любая канава, поваленное дерево или невысокий забор из колючей проволоки становится для них непреодолимым препятствием и часто смертельной ловушкой. Эволюция создала идеального бегуна, но лишила его маневренности, заперев в границах абсолютно плоского горизонта. А вы когда-нибудь видели сайгака вживую? Мне вот повезло встретить их несколько лет назад прямо на трассе. Это незабываемое зрелище. Они проносятся мимо, словно призраки из далекого прошлого, растворяясь в мареве горизонта. Жизнь сайгака – это вечный, непрекращающийся бег. Они рождаются, живут и умирают в движении, подчиняясь зову великой степной миграции. Дважды в год бескрайние полупустыни Евразии приходят в движение. Тысячи, а иногда и сотни тысяч голов объединяются в живые реки, видимые даже из космоса. Весной, едва сойдет снег, стада устремляются на север, туда, где степь взрывается сочной зеленью и свежими травами. Осенью, спасаясь от ледяных буранов, они возвращаются на юг, где снежный покров тоньше и проще добраться до сухой кормовой базы. Это сложнейшая логистика, отточенная миллионами лет эволюции. В абсолютно плоской, однообразной полупустыне, где у человека без навигатора нет шансов, вожаки стад безошибочно находят редкие источники воды и безопасные переходы, преодолевая от 30 до 40 км в сутки. Сайгаки ориентируются по ветру, запахам и внутреннему компасу, который никогда их не подводит. Но этот великий марш не романтическое путешествие, а жестокий отбор на выживание. Степь проверяет вид на прочность экстремальными капризами погоды. Летом это 40-градусная жара без единого клочка тени, когда от жажды спасает только сочная трава, впитавшая утреннюю росу. Зимой наступает самое страшное испытание – джут или бескормица. Например, массовый падеж сайгаков в окрестностях Жесказдана, который так сильно встревожил общественность, как раз и был связан с естественными причинами – аномально суровой зимой и полным истощением животных. Когда земля покрывается толстой ледяной коркой, хрупкие ноги сайгаков ломаются при попытке раскопать снег, и они просто не могут добраться до еды. Как отмечают биологи,
Подобные трагические колебания численности – это жесткая, но неотъемлемая часть природного цикла. Когда популяция стремительно растет, природа включает свои внутренние регуляторы, проверяя выносливость вида. Сайга выдерживает этот экзамен веками, доказывая, что движение для нее – единственный синоним жизни. Если миграция – это символ бесконечного движения, то весенний окот – это настоящее великое таинство, ради которого сайгаки и совершают свой грандиозный марш. В начале мая бескрайняя степь на несколько дней словно замирает, превращаясь в один гигантский, охраняемый самой природой, родильный дом. Синхронность этого процесса поражает воображение. Сотни тысяч беременных самок собираются в строго определенных глухих местах полупустыни и приносят потомство практически одновременно, всего за 1-2 недели. Такая невероятная кучность – это главная эволюционная стратегия защиты от хищников. Степные волки, лисицы и огромные орлы просто физически не способны съесть столько детенышей за такой короткий срок. На свет появляются тысячи малышей, и степь буквально оживает на глазах. Удивительно, но молодые мамы часто рожают близнецов. Новорожденный сайгачонок – это шедевр природной маскировки высшего уровня. Он обладает невзрачной, серо-коричневой шерсткой, которая идеально сливается с сухой степной землей и прошлогодней травой. Если затаившийся малыш прижмет уши и закроет глаза, заметить его невозможно даже с расстояния 2 шагов. На него можно буквально наступить. Но главный секрет безопасности кроется в другом. В первые дни жизни маленькие сайгачата совершенно не имеют запаха. Хищник может пройти в полуметре и не почувствовать добычу. Мать оставляет детеныша на земле, уходя на поиски травы и воды, но безошибочно возвращается к своему малышу несколько раз в день, чтобы покормить его питательным молоком. Проходит всего 3-4 дня, и хрупкие тонкие ножки крепнут настолько, что сайгачонок уже способен бежать за стадом, не отставая от взрослых. Начинается новый цикл Великого степного пути. Невозможно понять историю евразийских прерий, если рассматривать сайгака только как биологический вид. Для кочевых народов Евразии это животное всегда было чем-то гораздо большим. Сайгак, которого тюрки ласково и уважительно называют киик или акинлик, это сакральный символ, живое воплощение самой души бескрайней свободной степи. В традиционной культуре кочевников сайгак считался божьей скотиной. Существовало древнее поверье, что огромные дикие стада находятся под прямым покровительством святого Камбар-Ата, хранителя степных зверей. Отношение к ним было трепетным. Киик олицетворял чистоту, невинность и абсолютную свободу. Его стремительный бег воспевали в народных песнях, его грациозный силуэт запечатлен на древних наскальных рисунках-петроглифах, а элементы, повторяющие форму его рогов, легли в основу традиционных орнаментов, украшавших одежду, ковры и оружие воинов. Поэты и сказители Жирау часто сравнивали одинокого, гордого человека или чистую девичью душу с чутким и пугливым сайгаком. Но главное, между степным человеком и сайгаком существовал негласный священный кодекс чести. Кочевники веками удерживали хрупкий баланс со своей суровой родиной. На сайгаков, конечно, охотились, но существовали строгие, нерушимые табу. Было запрещено убивать самок, особенно в период весеннего окота. Нельзя было истреблять животных ради забавы или наживы. Степной закон разрешал брать у природы ровно столько, сколько требовалось для выживания семьи в голодный год. Бессмысленная жестокость к киикам считалась тяжелейшим грехом, который, по поверьям, навлекал проклятие на весь род охотника. Этот древний экологический кодекс позволял человеку и сайге сосуществовать в гармонии тысячелетиями, сохраняя степь живой и цветущей. Для номадов сайгак был не добычей, а верным соседом по общему дому под вечным синим небом. Часто, восхищаясь красотой дикой природы, мы забываем, что она функционирует как единый сложнейший организм, где каждый элемент выполняет свою уникальную работу. В евразийских степях сайгаки – это не просто красивые и быстрые обитатели. Это настоящие ландшафтные архитекторы и неутомимые инженеры, без которых эта уникальная экосистема в ее привычном виде существовать просто не сможет. Миллионы лет евразийская степь развивалась в теснейшем симбиозе с огромными стадами копытных животных. Сайгак – это одновременно и живая природная газонокосилка, и мощный культиватор. Своими тонкими острыми копытами тысячи бегущих животных разбивают сухую, слежавшуюся солончаковую почву и плотную корку грунта.
Они буквально вспахивают землю естественным путем. В эти микротрещины попадают семена степных трав и цветов, которые иначе просто унесло бы ветром или выжгло солнцем. Таким образом, проходя по своим миграционным тропам, сайгаки обеспечивают ежегодное обновление и прорастание флоры, сажая новые поколения полыни, ковыля и знаменитых весенних тюльпанов. Но еще важнее то, как именно сайгак питается. В отличие от домашнего скота, который часто выбивает пастбище до голой земли, дикая сайга находится в постоянном движении и поедает траву избирательно. Самое удивительное, что основу их рациона составляют жесткие, горькие и даже ядовитые для других животных растения – полынь, лебеда, солянки и прутняк. Выедая эту жесткую сорную растительность, сайгаки освобождают место для более нежных и питательных трав, поддерживая видовое разнообразие степи. Кроме того, поедание этого сухостоя выполняет важнейшую противопожарную функцию. Если стада сайгаков исчезнут, степь моментально зарастет высокими сухими бурьянами. Летом, в период 40-градусной жары и гроз, эта сухая масса превращается в идеальное топливо. Один удар молнии, и вспыхивают колоссальные степные пожары, уничтожающие все живое на тысячи километров вокруг. Сайгаки, вовремя выкашивая эти опасные участки, спасают свой дом от огненного апокалипсиса. От благополучия этих антилоп напрямую зависит жизнь сотен других видов. Оставляя за собой обновленную землю и невысокую ухоженную траву, сайгаки создают идеальные условия для гнездования степных птиц – дров, журавлей и жаворонков. Их присутствие регулирует численность грызунов, привлекает крупных пернатых хищников, вроде степных орлов, и дает кормовую базу волкам. Стоит убрать из этой цепочки сайгака, и вся великая экосистема рассыплется, как карточный домик, превратив цветущую прерию в мертвую, заросшую сорняками пустыню. История сайгака – это не только хроника выживания в ледниковый период, но и трагическая драма новейшего времени. На рубеже 20 и 21 веков этот древний вид оказался на грани абсолютного небытия, лицом к лицу с самой опасной угрозой в своей истории – человеком. В лихие 90-е годы после распада Советского Союза в степях воцарился хаос. Из-за экономического кризиса и отсутствия должного контроля вспыхнул невиданный по масштабам разгул браконьерства. Сайгаков уничтожали тысячами. Главной целью преступников были рога самцов, которые контрабандой массово вывозились в Китай для использования в традиционной медицине. Из-за того, что под прицел попадали в основном рогатые самцы, в популяциях возник страшный гендерный дисбаланс. На сотни самок порой приходился лишь один самец, что катастрофически подорвало способность вида к размножению. За считанные годы мировая популяция рухнула более чем на 95%. Сайгак превратился в один из самых угрожаемых видов планеты. Когда казалось, что ситуация начинает стабилизироваться, природа нанесла еще один страшный удар. В мае 2015 года центральный Казахстан содрогнулся от беспрецедентной экологической катастрофы. В разгар весеннего окота из-за аномальной жары и влажности бактерия Пастерелла, мирно жившая в организмах животных, превратилась в смертоносного убийцу. Степь была буквально усыпана телами. За несколько недель от пастереллеза погибло около 200 тысяч сайгаков, более половины всей тогдашней мировой популяции. Экологи и ученые всего мира со слезами на глазах констатировали, вид находится в шаге от полного исчезновения. Но то, что произошло дальше, международные эксперты сегодня называют настоящим казахстанским чудом. Страна не смирилась с потерей своего национального символа. Были приняты беспрецедентно жесткие меры. Введен полный мораторий на любую охоту, усилена уголовная ответственность за браконьерство. А инспекторы охотзоопрома получили современную технику, оружие и вертолеты для круглосуточного патрулирования степей. В ключевых местах обитания были созданы гигантские государственные резерваты, такие как Алтын-Дала. Экологи, ученые и инспекторы совершили невозможное. Год за годом, защищая стада от браконьеров во время миграции и окота, они вытягивали вид из бездны. Результат этой титанической работы ошеломил весь мир. Сайгак показал невероятную волю к жизни. Численность популяции в Казахстане совершила фантастический рывок, увеличившись с критических нескольких десятков тысяч до рекордных нескольких миллионов особей. Это самый успешный, беспрецедентный кейс по спасению вымирающего крупного млекопитающего в истории современной планеты.
Сайгак снова победил смерть. Глядя сегодня на многотысячные живые потоки, вновь свободно бегущие по бескрайнему степному горизонту, понимаешь одну простую истину. Сайгак — это не просто дикое животное из Красной книги. Это настоящий живой дух евразийских прерий, символ абсолютной свободы, стойкости и вечного движения. Это существо смогло пережить суровый ледниковый период, глобальные изменения климата, саблезубых хищников и, самое главное, натиск человека с ружьем. История сайги наглядно доказывает, природа невероятно сильна и способна залечить даже самые глубокие раны, если человек вовремя остановится и протянет руку помощи вместо того, чтобы нажимать на спусковой крючок. Казахстанское чудо спасения этих уникальных антилоп подарило всему человечеству надежду на то, что мы способны исправлять свои самые страшные экологические ошибки. И пока полынные степи содрогаются от мощного топота миллионов копыт, а над бескрайними равнинами разносится гортанный гул их удивительных космических носов, наше прошлое остается живым, наша планета остается живой. На этом наш сегодняшний выпуск на канале Фактум подходит к концу. Если вам понравилось это погружение в историю выжившего свидетеля эпохи мамонтов, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие расследования и удивительные факты. А теперь традиционный вопрос к нашей аудитории для обсуждения в комментариях. Как вы думаете, удалось бы сайгакам выжить в наши дни без введения тех самых сверхжестких государственных запретов на охоту? И доводилось ли кому-то из вас встречать этого степного инопланетянерик вживую? Поделитесь своими историями и мыслями под видео. До скорой встречи, исследователи!